Всем героям большой-большой привет! Сегодня будет немножко такое вступительное видео для тех, кто только начал играть и пытается вообще въехать в игру и понять, что же делать, с чего начинать, что прокачивать и так далее. Я постараюсь объяснить основные моменты, которые будут присутствовать у вас в вашем в вашем начале пути, скажем так. Ну, давайте начнем. В первую очередь нужно для себя определиться вообще, что вы хотите. У вас выбор-то будет особо-то и небольшой. То есть у вас в самом начале открывается тайный маг. Я поначалу был яростно и прям твердо уверен в том, что кроме тайного мага я никого не буду открывать, никого не буду прокачивать. Вот пока до 5 звезд ее не доведу, дальше не перейду на другого персонажа. Думал, вот всю игру буду проходить за тайного мага. Я очень сильно ошибался в этом плане. Потом плюс там автоматически у нас на каком-то из этапов у нас открывается рыцарь. Вот. Поэтому это мнение, оно немножко ошибочно. Может быть, у кого-то оно есть, может быть, ни у кого его нет. Ну, у меня, по крайней мере, оно имело место быть. Что делать с тайным магом? Естественно, мы играем на нем, мы ознакомливаемся с механикой игры, мы ознакомливаемся с оружием, которое у нас с вами есть в кузнице. Мы пытаемся вообще в целом понять, как здесь все устроено. И вот уже когда у вас хоть чуточку понимания появится по этой игре, вы уже примерно к этому моменту уже дойдете до того, что вы откроете рыцаря. Здесь по тайному магу мы его поднимаем до 60 уровня по возможности. Дальше мы его не качаем. Если мы не открыли никого другого, то можем поднять его до 80, чтобы у нас была ульта. С ультой нам становится играть поприятнее, полегче. У нас там треугольничек начинает крутиться. И мы стараемся с вами перейти дальше уже к следующему персонажу. Тот же самый рыцарь, он у нас уже будет поинтереснее, он и помощнее, и уже есть какое-то разнообразие. То есть мы можем комбинировать, где-то за тайного мага поиграть, где-то за рыцаря поиграть. Но, как правило, в основном игроки уже переходят на рыцаря после его открытия. Мы его также прокачиваем до 60 уровня, по возможности до 80, и уже ждем открытия нового персонажа. Большая часть персонажей у вас откроется именно вот здесь, в этой вкладке по событиям. Ну, это я имею в виду, если, конечно, вы не будете их покупать в каких-то там других специальных предложениях или через магазин. Я, правда, не знаю, там возможно это или нет. По-моему, периодически какие-то акции у нас там выпадают, что вот мы можем зайти и кого-то приобрести. Здесь у нас в событиях всегда есть рулетка, в которой мы с вами можем прокрутить вот эти прокруты, сделать и попробовать выбить персонажа, который здесь нам предложен. Вот сейчас на текущий момент у нас идет жнец. Жнец у меня уже есть, я его в свое время тоже открыл, по-моему, за 4 крутки, если не ошибаюсь. 3 раза прокрутил, подумал, ну, крутану 4-й. И 4-й, вот на 4-ю попытку он мне выпал. Поэтому сейчас у меня здесь уже осколки жнеца 300 штук. То есть если он мне выпадет, то у меня в мою копилку прибавится 300 осколков. Старайтесь крутить каждую неделю, не забывайте. То есть у нас оно обновляется, это событие, по понедельникам. Когда наступает понедельник, у нас вот этот счетчик обнуляется, появляется новый персонаж, и мы крутим. Я вот прокрутил 3 раза, думаю, ну не выпало и не выпало, ничего страшного. Выпадет обязательно в другой раз. Не пытайтесь слить всю вот эту вот валюту на вот это событие. Это самая глупая инвестиция, которую только можно сделать в этой игре. Это ошибочно, что вот, допустим, ага, вот сейчас вот я, допустим, 500 вот этих потрачу, мне что-то хорошее выпадет. Да нет, это неправда. Выпадает, как правило, всякая фигня. Я не буду сейчас ее крутить. Очень хочется, есть возможность, но соблазн велик, поэтому все-таки разум побеждает в этом плане, поэтому я не буду крутить. Что еще стоит отметить?
не упускайте из виду вообще, в принципе, вот эту вкладку по событиям. То есть здесь у нас есть не только рулетка, которую мы можем покрутить, а также еще события, которые у нас проходят на текущий момент. Они разные, но между собой примерно они похожи. То есть вот такого характера события, когда нужно лопать шарики, но чтобы их лопать, нужно обязательно выполнять вот эти вот задания. То есть мы заходим, выполняем задание, забираем один дротик, отправляемся в шары, пускаем его, и у нас лопается шарик, выпадает вот какая-то награда. В идеале, конечно, выбить вот этого мишку, чтобы он у нас всю карту закрыл, и мы перешли с вами на следующий уровень, но в этом событии мне вот почему-то не везет. Первое событие у меня там вообще мишка в самом последнем шарике оказался. И вот сейчас вот снова вот идет вот этот вот 4-й уровень, и я вот, ну никак вот, ну не получается у меня его выбить. Понятное дело, что я его выбью после обнуления счетчика, когда появятся новые задания, но особо каких-то надежд именно на это событие я на текущий момент не возлагаю. Также есть у нас события по кубикам. Здесь логика такая же, то есть мы заходим с вами в задания, проходим их обязательно, стараемся проходить их все, и кубики кидаем, и, соответственно, забираем вот эти награды после того, как у нас вот весь вот этот круг будет пройден. Пересекая финишную черту, все, что накопилось у нас вот здесь, оно все отправляется к нам в инвентарь. Что здесь стоит отметить? Самая такая вот крутая валюта, которую мы можем с вами, самый крутой приз, точнее, который мы можем с вами получить, это у нас именно валюта игрового события. Если мы с вами достаточно везучие будем, то самый максимальный балл, который мы можем по этой валюте получить, это 450, то есть здесь 100, здесь 50, это 150, плюс 200 уже 350, и вот она, еще одна ячейка, где у нас еще 100 монет вот этих вот, это будет 450. Здесь вот эта стрелочка, она у нас дает направление. Каждый раз после того, как мы через нее проходим, у нас она меняет свое направление. То есть она может быть либо в эту сторону, влево, либо вверх. То есть мы идем либо по верхнему пути, либо по вот этому пути. Вот. После того, как у нас событие будет закончиться, длится оно у нас в этот раз недолго, по-моему, оно всегда одинаково идет по количеству дней. Мы заходим с вами в обмен валюты, и что мы здесь видим? Если мы с вами 4500 насобирали, ну вдруг у вас так сложилось, хотя это маловероятно, конечно, ну может быть вы докупали броски кубиков за гемы за 150. Я рекомендую покупать вот эти вот броски гемов, вот эти кубики, точнее броски кубиков за гемы рекомендую покупать именно в тот момент, когда вы чувствуете, что вам ну совсем немножко не хватает. В остальных случаях это вообще нецелесообразно и не рекомендую этого делать. Вот. И после того, как мы уже заходим, мы смотрим, что мы можем взять. Если у нас есть возможность взять персонажа, ну, естественно, мы забираем его, потому что персонажи нам помогают получать глобальное улучшение для всей картины в целом. Уже не один раз я об этом говорил, ну, повторюсь еще раз. То есть мы с вами открыли персонажа, по возможности мы его поднимаем до 30 уровня, и вот если мудреца свитков мы с вами поднимем до 30, у нас все герои получат прибавку в виде 20% урона к магическим повреждениям. Дальше будет на 60 уровне еще прибавка к магическим повреждениям. И тут уже дальше вы смотрите по обстановке. То есть если мы с вами можем его поднять до 100 уровня, то поднимаем. Если не можем, то тогда остаемся на 60-м. Проверяем персонажа, как он нам заходит, не заходит. Получается играть, не получается играть. Если все получается, все понравилось и вас это устраивает, то мы его поднимаем до максимально возможного уровня, ну как минимум до 80-го, чтобы у нас с вами была ульта. Ульта у нас открывается с 80 уровня. Так, что еще стоит отметить обязательно? В какой-то из определенных дней, в какой-то момент у вас должно появиться событие для открытия мастера клинков. Вот он. Это неплохой персонаж.
Я бы даже сказал, что он великолепен для своей стоимости. То есть кто-то может его открыть, грубо говоря, бесплатно, там какими-то минимальными жертвами обойдясь. Вот. Кто-то может его открыть, как вот я в свое время, я его открыл недавно, как-то вот я просто вот упустил вообще в принципе из виду, я там только начинал играть, упустил я из виду это событие, оно у меня было 100%, но я вот его прощелкал и не открыл в свое время. Мне пришлось его открывать то ли за 2, то ли за 2500 вот этих вот розовых кристаллов, я не помню. Вот, вы открываете его, и здесь все то же самое. Мы его прокачиваем до 30 по возможности, до 60, если также есть возможность. Вам он больше чем понравится, я вот прям в этом уверен, потому что персонаж достаточно такой гибкий, им приятно играть, он требует контроля, и в целом у него неплохой урон, неплохие показатели. И вот эти вот плюшки, которые он нам дает на 30, 60 и 100 уровне, но опять же, если у вас, конечно, будет такая возможность, мы обязательно вот это вот все открываем и наслаждаемся игрой. То есть с каждым открытым персонажем, с каждым прокачанным персонажем нам становится играть легче, 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 мы двигаемся дальше, дальше, дальше. То есть не упускайте этот момент, это ваше преимущество. Все, после этого у вас возникает вопрос, может быть, иногда возникнет такая мысль о том, что никогда не получится открыть нового персонажа, все это вот везет всем, кроме меня. Нужно отбросить эти мысли, не нужно об этом думать. Рано или поздно кого-то вы откроете. В любом случае. Не бывает такого, что вы все время будете играть только вот там за тайного мага, только за рыцаря, ну и, допустим, там за самурая. Нет, мы с вами просто стремимся проходить события. События, они дают немаловажную роль, влияют, точнее, на наш аккаунт в целом, поэтому это то самое место, где мы с вами открываем персонажей, и мы стараемся их проходить, все вот эти вот задания, которые нам предлагает игра, мы их проходим с вами по максимуму. Дальше. Мы с вами пытаемся однозначно, после того, как мы, естественно, откроем арену, она у нас открывается в пятницу, мы с вами в любом случае пытаемся пройти арену. В этой игре есть несколько составляющих, которые более всего нас влияют на наш с вами аккаунт вообще в целом. Это прокачка персонажей, это прокачка оружия. Прокачать оружие мы с вами можем здесь, в коллекции. Если мы с вами открываем 3 звезду, то в кузнице, то у нас все оружие, то есть все герои у нас получают прибавку в виде того значения, которое здесь у нас подсвечено. Вот, к примеру, если мы прокачаем с вами молот до 3 звезд, то у нас все герои получат усиление в виде вот 25 тысячных к урону. У нас идет прибавка. Неплохо? Ну, естественно, это неплохо. Ключи мы с вами в первое время не копим. Ключи мы с вами стараемся открывать сразу же. Наша с вами задача собрать экипировку. Экипировка у нас должна быть, ну, по крайней мере, мы с вами должны дойти вот до оранжевого уровня. То есть сначала идет серый, потом зеленый, потом синий, потом фиолетовый, потом оранжевый, потом уже красный появляется. Здесь все просто. То есть тут 3 синих соединили, получился 1 зеленый. 3 зеленых собрали, получился 1 синий, 3 синих получился 1 фиолетовый, ну и так далее, все это идет наверх. Вот, поэтому мы собираем с вами экипировку, и, на мой взгляд, самое лучшее снаряжение, которое вы можете поставить до того момента, как уже откроете красную экипировку, самое лучшее, что можно поставить, это набор рейнджера. Почему? Ну, потому что здесь, давайте не будем смотреть на вот этот показатель, нас интересуют только первые 4. То есть здесь самый лучший показатель будет у нас именно по перезарядке. А перезарядка — это наша самая такая влияющая
самый влияющий показатель на нашу картину в целом, поэтому я рекомендую использовать именно его. То есть у нас доспехи придают перезарядку, потом перчатки дают перезарядку, и в капюшоне тоже есть у нас сокращение на 1% по перезарядке. Все, с этим определились. То есть мы играем полностью набором рейнджера. Здесь у нас тоже вот она, видите, вот еще минус 5% по перезарядке в сапогах. И уже только после того, как вы начнете собирать красные вещи, у вас начнется небольшой такой хаос. Вы вроде бы как уже и открыли какую-то красную вещь, но вроде бы как бы она и не в тему. Я там тоже долго какие-то у меня вообще там комбинации были чудные, по типу там верхний ряд у меня там волшебник, нижний ряд у меня был рыцарь, средний ряд у меня был там, ну, к примеру, набор рейнджера так и оставался. Тут как вам удобно, так и ставьте. Ну, в любом случае все придем к тому, что мы поставим набор рейнджера полностью и поменяем. Только сапоги мы оставим у рейнджера, потому что они нам дают вот эту важную прибавку в виде перезарядки, и прибавление у нас идет к одному снаряду физическому, который немаловажен для нас в целом в битвах. Дальше нам нужно еще обязательно прокачивать таланты. Это, в принципе, я тоже освещал вот эту тему и не раз. Логика выбора здесь простая. То есть мы выбираем то, что нам менее всего вероятнее выпадет. То есть то, что у нас имеет более высокую редкость. Вот героических у меня пока нет. Если выпадает, допустим, синий, фиолетовый и легендарный, то есть редкий, эпический, легендарный, из этих трех мы, естественно, выбираем легендарный, каким бы он ни был. Потому что, скорее всего, если мы, допустим, выберем синий, то легендарный нам встретится еще очень и очень не скоро. Если нам выпадают два синих, к примеру, синий-синий плюс фиолетовый, мы, естественно, берем фиолетовый. Если нам выпадает синий, синий и еще раз синий, вот так вот в ряд они у вас будут, то мы выбираем то, что для нас будет наиболее эффективно. Ну, например, если выпадет область урона, плюс дополнительная пыль, плюс, ну, к примеру, бонус свитков, то, естественно, мы выбираем с вами область урона, так как она будет наиболее влиятельна для нашей картины в целом. Ну, если вы счастливчик и вам выпал бонус свитков, там, допустим, доп. Сфер за забег плюс дополнительная пыль, я бы, наверное, выбрал сферы, потому что сферы, они все-таки более нужная такая вещь, и ее, по крайней мере, всегда мало, всегда не хватает, а сферы — это как раз-таки нужная валюта для того, чтобы прокачать нашего с вами героя. То есть вот мы заходим, ну я сейчас вам не покажу, мне сейчас, в принципе, прокачивать пока что некого, вот, поэтому, ну, в любом случае, тут, в принципе, все понятно. Когда вы уровень поднимаете, вам нужны монеты, вам нужны вот эти сферы, без этого вы уровень не поднимете. Дальше. Что еще стоит отметить? Да, мы стараемся с вами преследовать именно такую логику выбора таланта. И в какой-то из моментов вы дойдете до того, что вам нужно будет уже выбирать из урона и здоровья. В первую очередь мы с вами прокачиваем урон, но только после того, как мы вот это все прокачаем. То есть нам выпадает, к примеру, урон плюс здоровье, мы, естественно, выбираем урон. После того, как прокачаем урон, уже будем выбирать здоровье. Если выпадает урон плюс броня плюс ловкость, к примеру, выбираем что-то вот из этого. Либо броня, либо ловкость. Оно и то полезно. Оно, в принципе, одинаково. И прокачивается оно недолго. Вот. То есть для себя отметили, что во всем вот в этом вот большом разделе по талантам здоровье мы вообще, в принципе, про него забыли. Мы его прокачивать будем в самом-самом конце. Ну и в целом мы ориентируемся на верхние вот эти вот события, пытаемся пройти приключения по возможности, но опять же вы его будете проходить, наверное, только тогда, когда у вас будет открыта легендарная экипировка. Вот эта вот, которая оранжевая.
До этого момента, я думаю, вы навряд ли его пройдете, но если пройдете, то это будет очень-очень тяжело для вас. Поэтому мы стараемся проходить приключения, мы стараемся не упускать этот момент. Каждое приключение нам дает возможность открыть вот этого нового героя. Так, ну и в принципе-то, наверное, это все, что нужно знать по вступлению. У нас есть сообщество ВКонтакте, есть группа в Телеграме. Там у нас чат, мы активно между собой дискутируем, там какие-то вопросы у нас возникают, мы делимся между собой вот этими вот ответами, помогаем друг другу, то есть такой сплоченный игровой коллектив у нас. Если вдруг у вас возникает какой-то вопрос, вы всегда можете написать туда, в чат. Вы можете написать мне, я отвечаю по возможности. Стараюсь отвечать всем. По-моему, вот все, кто обращался, все вот без ответа никто не остался. Да, бывают ситуации, когда задают вопрос, ну и я, допустим, я не знаю на него ответ, потому что у меня в голове нет вот этого талмуда, который нужно в себе держать именно по этой игре. Я каких-то вещей могу просто не знать. Иногда что-то спрашиваю, там ребята, кто знает, обязательно помогают. За что им огромное спасибо. Вот. Ну и вы также можете обратиться туда, мы всегда поможем с ответом. Также есть уже отснятые материалы по руководству для начинающих. Можно зайти туда, посмотреть. Там 3 больших, огромных видео есть. Видеообзора, 3 больших руководства. Большая часть ответов на все интересующие вас вопросы по началу игры там уже дана. То есть можно зайти именно туда и ознакомиться со всеми вводными по игре. Я прям вот каждое меню я там протыкал, каждый вот этот пункт. Все это мы с вами там посмотрели, все это разобрали. То есть у вас, ну, не должно остаться каких-либо там уже сложных вопросов. Да, понятное дело, когда уже вы продвинетесь куда-то дальше, уже у вас могут там возникать вопросы по типу там, какой билд лучше собрать именно на этого персонажа, какие камни лучше ставить и так далее. Но все это, я вас уверяю, все это в этих руководствах, все это есть. Обязательно ознакомьтесь с этим плейлистом. Так, ну и в целом, я думаю, что нужно заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока.